Это видео посвящается всем тем, кто считает Педро Санчеса красавчиком. Хочу напомнить, кто не знает эту персону, это глава испанского правительства. Попросту говоря, Педро Санчес является премьер-министром Испании. Так как Испания – это королевство, и у нас есть король и королева, он возглавляет правительство, то есть выполняет функции плюс-минус президента страны. Сегодня речь пойдет о его личности, и мы рассмотрим его лицо с точки зрения физиогномики. Потому что я практикующий физиогномист. Зовут меня Лизавета Царькова-Голофаст. Большинство из вас меня очень хорошо знает. Я разобрала, может быть, немного лиц известных людей. В плейлисте у меня есть отдельный плейлист, посвященный этой тематике, но, тем не менее, я это делаю. У меня был Эпштейн в разборе, у меня был Трамп, Маккартни, Безос был, да, тоже, и Малинин у меня был. Это все вы посмотрите в ленте, я даже ссылки вам давать не буду, кому будет интересно. Это все в плейлистах у меня есть. Еще я разбирала вот Шерлоков Холмсов. Вот Шерлоков Холмсов обязательно посмотрите. Вот это просто святое дело. Вот. Но опять-таки по вашим просьбам, и я смотрю, что Педро Санчес наш, да, потому что я еще живу в Испании, непосредственно в Гранаде. Поэтому как бы это правительство страны, которая меня здесь приняла в свое время в эвакуацию с 2 детьми, да. Поэтому как бы я к нему нахожусь достаточно близко. И последнее время он появляется достаточно часто на мировой арене, и вы, возможно, все прекрасно знаете, что он очень поддерживает Украину. Вот здесь бывает президент Украины Владимир Зеленский, и они проводят совместные встречи, и всегда это какие-то договоренности. Вот. Поэтому я решила, почему бы нет, вертолет летит, надеюсь, вам не слышно, почему бы нет, почему бы не разобрать его лицо с профессиональной точки зрения. Если мы вернемся к началу этого видео, где я назвала его красавчиком, вы знаете, недавно моя подруга переехала жить в Испанию, тоже в эвакуацию, и она говорит: Лиза, подожди, когда я поделилась с ней своими мыслями, она говорит: Лиза, подожди, не разбирай его, я не хочу знать о нем правду, я хочу насладиться тем, что он таки красавчик. Вот, поэтому я ей дала 2 недели прошло 2 недели после нашего разговора, и вот этот день настал. Наконец-то я сделаю то, чего я очень хотела, и чего вы просили меня сделать в кулуарах. Давайте не будем долго растягивать, потому что на самом деле его лицо очень интересное, есть о чем поговорить, есть что рассмотреть, но я продолжаю все-таки внедрять свою идею, что я вам не расскажу все. Я не сделаю для вас всю работу, потому что свою работу для своих клиентов я делаю за деньги. Когда мне присылают фотографии, я составляю портреты, психологические портреты личности, анализируя черты лица. Там я, конечно, делаю полноценную консультацию, полноценное описание, и мы говорим о слабых, сильных сторонах, о талантах, обо всем. В этом случае не дождетесь. Вы будете сами, да, брать факты, которые я вам изложу, что я вижу у него на лице, а вы уже будете сами применять к тому, к его роли в социальной жизни и к его должности, которую он занимает достаточно давно. Хорошо? Так что такие дела. Поехали. Значит, смотрите, я уже сказала, что лицо у него очень интересное, но мы разберем буквально, у меня тут по списку где-то 10 черт. Вот больше нет, всего там около 30, но мы разберем только 10 черт. Я остановлюсь на самых важных и самых интересных. И еще одно предупреждение. Я рассматриваю Педро Санчеса как человека. То есть то, что у него дано от природы, то, что у него на лице, и то, что он, естественно, приобрел в процессе жизни, это характеризует его как личность. А вот как он использует это на работе, на своем рабочем месте, понимаете, каким образом он проявляет эти характеристики, будучи главой правительства испанского, это вы мне уже сами скажите, кто что видит, потому что мы с вами все смотрим на одного и того же человека и видим абсолютно разные его проявления. Поэтому бездельничать не получится, включайте свой мозг, включайте всю свою толерантность и человечность. Поехали. Первая фотография, смотрим. Я смотрю на своем ноутбуке, вы смотрите здесь. Что мы здесь видим? Вот что у вас прямо бросается в глаза, да? С чего мы начнем сейчас копать? Значит, первое, что мы видим, это брови. Брови у него очень темпераментные, очень темпераментные. То есть мы говорим о том, что у человека очень высокая потребность реализовывать свой
темперамент как мужчины, то есть вы в сексуальном плане, да. Однако возникает вопрос, где он еще использует свой темперамент, где он еще его реализовывает. И если мы говорим о бровях сейчас, посмотрите, пожалуйста, на форму бровей. У него вот в этой части есть маленькие уголочки, причем они прослеживаются абсолютно на всех фото. Это говорит о том, что человек доволен собой. Здесь сложно говорить, насколько он откровенный манипулятор, я бы не сказала, нет. Но я бы сказала больше, что он доволен собой. Вот у него с самооценкой все хорошо. Он дружит с собой, и он понимает себе цену, и он себе нравится. Он себе нравится. Однако, если мы посмотрим, что посадка бровей у него идет над глазами, достаточно не низко, это не самая низкая посадка, но достаточно низко, можно говорить о том, что те вопросы, которые вызывают у него интерес, его живой натуральный интерес, он в эти вопросы будет погружаться достаточно глубоко и со всей ответственностью к рассматриваемым делам, понимаете? Это может быть прибить полку, да, на кухне. Это может быть закрутить шуруп где-нибудь в шкафу. А это может быть создать возможность для государства, либо для людей, которые живут в этом государстве, что-то сделать, да, возможность улучшить их жизнь. То есть мы говорим о том, что человек способен глубоко и ответственно погружаться в те вопросы, которыми он занимается. Птичку поставили? Идем дальше. Давайте поднимемся чуть выше. Лоб у него широкий, хороший, интеллектуальный потенциал мощный. Но обратите внимание вот на эту птичечку, во-первых, по центру. Значит, это говорит о том, что, скажем так, у него есть эго-амбиции. Они им не руководят тотально, нет. Но он их учитывает. При достижении своих целей он учитывает свои эго-амбиции. То, к чему он идет, то, чего он хочет. И я не могу сказать, насколько сильно, но в половине случаев да. В половине случаев да. А также вот эти места, смотрите еще раз, это наши, господи, эвристические залысины говорят о том, что он способен решать задачи нестандартными методами. Да? Если перед ним стоит список задач, он не будет мыслить шаблонно, он будет искать решения, которые выходят за рамки этих шаблонов, но не сильно далеко и не очень много. То есть у него это качество есть, оно, между прочим, наработанное. Ну, я бы сказала, что использует он его не очень часто и не очень широко, но тем не менее потенциал к вот таким неординарным решениям у него есть, и потенциал очень хороший. Далее, угол лба, смотрим на профиль, пожалуйста. Скос угла лба, уже мы много раз об этом говорили, у него очень хорошая социальная адаптация, то есть он способен быстро разобраться в ситуации, в которую он вошел, понять, что происходит, и действовать, исходя из ситуации. То есть такая характеристика у него тоже есть. В принципе, знаете как, честно говоря, я бы хотела мужа с таким лбом, потому что когда муж, да, заходит домой и смотрит, что происходит, именно такая форма, такой скос угла лба позволяет ему быстро вникнуть, что происходит, и начать решать, да, задачи, которыми его тут же озадачивают. Понимаете меня, да, о чем? Вот. Идем дальше. Посмотрите сейчас внимательно вот на эту фотографию. Что еще бросается в глаза? Вот что выражено ярко? Вот прямо остановите видео, поставьте на паузу. И прямо что цепляет ваш взгляд на его лице? Раз, два, три. Все написали в комментариях? Нет? Окей, отвечаю, чтобы мы сегодня с вами не сидели до утра с Педро Санчесом. Вот эти места. Обратите, пожалуйста, внимание на носогубные складки, которые идут рядом с уголочками рта, идут на подбородок. И вот в этом месте, вот они такие прямо мощные, прямо ярко выраженные. Сейчас я одеваю на себя шляпу тренера по гимнастике для лица. А у меня в этом профиле более 10 лет практического опыта. То есть гимнастика для лица, вы вспоминаете, что это такое. Фейсбилдинг – это комплекс силовых упражнений, направленных на то, чтобы укрепить лицевой мышечный каркас
и вернуть лицевым мышцам их естественный нормальный тонус. Я как тренер вам категорически заявляю, что если какая-то мышца, пара мышц или группа мышц интенсивно используются, кстати, в прошлом видео, буквально в эту среду, 2 дня назад, вернитесь по ленте меньше, там про щеки я рассказывала, вот посмотрите его. Во-первых, вам будет весело, вы посмеетесь. Во-вторых, вы поймете, о чем я сейчас говорю, потому что эти темы связаны очень напрямую. Опять-таки, если какие-то мышцы интенсивно используются с дополнительной нагрузкой, причем с дополнительной психоэмоциональной нагрузкой, они увеличиваются в объемах, потому что организм туда отправляет хорошая кровь, кровоток улучшает, для того, чтобы был хороший обмен веществ, улучшает омывание лимфой и доставляют туда больше белка. И эти части, они увеличиваются в объемах. Если мы вернемся к теме бульдожьих щечек, сейчас мы чуть-чуть отвлечемся, да, треугольная мышца депрессор, которая, смотрите, крепится на уголочке рта, на круговой мышце рта, вот здесь вот, и идет вот сюда вот вниз, да, вот она, треугольная мышца депрессор. Ее функция – это опускать углы рта, вот она ее функция, вот она, вот она. Так вот, когда вы работаете очень много в стрессовом режиме, она становится крупная. А потом, когда вы решаете плюнуть и бросить эту работу, и переходите в другой режим лайт, там, да, или вообще работы нет, или вообще другой характер работы, который не дает столько такого режима и столько стресса, у вас эти места съезжают вниз, вот они вот такие вот становятся, повисают бульдожьими щечками. Та же история. Мышца депрессор накачивается, она становится крупнее, и у него вот эти места крупные. Но знаете, за счет чего? Вот сейчас вся правда про Педро Санчеса. Вот эти места. Дело в том, что он оратор. Он профессиональный оратор. Он много говорит. Поэтому он прилагает много усилий на говорение. Ему это нравится, и он делать это умеет. Понимаете? Поэтому носогубные складки, приложение усилий, а у него они систематические и достаточно постоянные и достаточно сильные. Поэтому носогубные складки у него идут мимо углов рта, рядышком, прямо на говорильный резонатор. Потому что вот эта часть подбородка, вот это, называется говорильный резонатор. Она у него, кстати, тоже развита, потому что он много говорит. Так вот, и они идут мимо вот этой зоны. И вот эта зона у него такая, имеет объем массивная, потому что он ею постоянно работает. У него вот эта зона, она рабочая, понимаете? Поэтому вы вот здесь видите прямо, знаете, как увеличенные немножечко мышцы. И наговорильный подбородок, потому что он говорит. Более того, я склонна полагать, что благодаря его ораторскому мастерству, он научился зарабатывать деньги. Поэтому у него морщины проходят мимо рта. Рот – это у нас инструмент захвата эволюционно. Кто помнит, что из себя представляет эволюция? Рот – это первое, что появилось вообще у существ для того, чтобы захватывать ресурсы. Так вот, ресурсы он захватывает ртом благодаря регулярному, очень высококачественному говорению. И как результат этого говорения мы видим у него на лице вот эту вот всю картину. Кстати, рот у него довольно широкий, он человек с амбициями, он это очень амбициозный человек. Вот. И если мы сейчас посмотрим на его профиль и на уровень посадки ушей, на высоту посадки ушей, то мы обнаружим, что у него посадка его ушей говорит о том, что он ищет информацию, которая соответствует сфере его интересов. То есть вот, причем практичных интересов. Выгодно, невыгодно. Вот он ищет информацию в соответствии со своей выгодой. Это, если бы мы просто говорили о нем как о человеке, да, о семьянине, о отце семейства, это выглядело бы так. Я ищу дом, который будет максимально хорош мне и моей семье. И выгоден по месту расположения, по комфорту и по содержанию, да, по затратам, на которые потребуются для того, чтобы содержать этот дом. Понимаете меня? Каким образом вы интерпретируете вот это его качество как политика, это остается на ваше усмотрение. Вы можете поделиться со мной мыслями. Он мой канал точно читать не будет, поверьте.
Понимаете, да, о чем я? Он ищет то, что ему будет выгодно, а получает это с помощью говорения, потому что оратор. Разобрали эту часть, да? У людей, которые годами молчат, это место выражено совершенно иначе, но не так. Ну, у таких людей обычно и подбородок не выражен. Разобрали, да? То есть самые яркие такие части лица – это брови и зону рта. Вот это вот то, о чем мне хотелось с вами поговорить. Далее. Я хочу обратить внимание, я бы сказала, что это признак второстепенный, но я думаю, что он также играет важную роль. Давайте посмотрим еще раз на его профиль. Обратите внимание, что линия волос висков от бровей находится не очень близко. Не так, чтобы далеко, но не очень близко. Я бы сказала так, со временем, когда он приобрел опыт оратора, он, скорее всего, начал... Как-то быстро хотела сказать и забыла. Рационализировать свои решения. Вот. Начал рационализировать свои решения. То есть, даже если раньше он был естественным и, возможно, импульсивным, хотя, честно говоря, на импульсивного человека он не похож, у него маркеров импульсивности нет. Он ближе к рациональным подходам. Вот. Где он использует эти рациональные подходы, опять-таки, мы можем предположить. Так, еще хочу обратить внимание на его щеки. Сейчас вы поймете, почему я об этом говорю. Так как и в прошлом видео по фейсбилдингу, так и в видео раньше мы говорили уже на тему щек, что щеки – это зона, которая отвечает за баланс ресурсов, за баланс обмена ресурсами человека и внешнего мира. То есть, когда человек отдает больше, чем получает, у него щеки скорее впалые. Когда человек отдает меньше, а получает много, у него щеки становятся пухлые, большие такие. Более того, пухлые щеки это становятся у людей, которые длительное время находятся в режиме накопления ресурсов. Понимаете? Неликвидный жир, ресурсы тоже имеют сомнительную ликвидность, но тем не менее это из серии взять и ни с кем не поделиться. А если поделиться, то совсем чуть-чуть. Вот. У Педро Санчеса щеки, я бы сказала, что скорее впалые. Но вопрос возникает. Какие именно ресурсы он тратит больше, чем получает? Куда он их тратит? С какой целью он их тратит? Да? И есть еще один момент. Мы, кстати, под словом ресурсы здесь понимаем деньги, сферу влияния, да, какие-то, возможно, знания, возможно, какие-то умения, то что-то и материальное, и нематериальное, это может быть здоровье, а это может быть точно так же энергия, то есть живая жизненная энергия. То есть по его щекам можно сказать, что тратит он больше, чем получает. Но он может получать много, а тратить еще больше. Такие ситуации тоже бывают. Поэтому нужно смотреть непосредственно в контекст каждой ситуации, в которой он живет систематически. Для сравнения я хотела бы привести вам щеки. Себастьян Лекорню – это премьер-министр Франции. Понимаете? Вот разница. Где Педро Санчес, а где щеки Лекорню. А также у нас есть, как он называется, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Разница существует довольно заметная. Потому что в случаях этих двух мужчин, там, где щеки вышли уже далеко за размеры комфортных, существуют комфортные щеки, да, есть щеки в тонусе, когда они нормальные. Когда взял, дал, этот баланс приблизительно одинаковый. Вот, комфортно – это когда есть небольшие запасы, но у этих джентльменов запасы очень сильно превышают способность либо желание отдавать, либо желание, да, делиться ресурсом. Педро Санчес в этом отношении действует совершенно иначе. Возможно, это вопросы его внутренней этики, возможно, у него какая-то другая мотивация, но обвинять, например, его в том, что он там хочет себе нагрести много и ни с кем не поделиться, мы не можем однозначно. То есть даже если такой факт вы можете подозревать его в чем-то таком, то это не его тема. Вот нет, это не его тема.
Понимаете? И для того, чтобы закончить наш сегодняшний разговор, нашу встречу на тему Педро Санчеса, я хотела бы вернуться к самым истокам теории физиогномики, когда мы вообще говорим о каких-то очень общих вещах, из чего мы начинаем учиться читать лица. Посмотрите, пожалуйста, на его лицо, проведите мысленно вертикаль через вертикаль носа, и вы обнаружите, что у него лицо асимметричное. Асимметрия у нас появляется в том случае, когда есть проблемы в одной из сфер. Если правая сторона лица у нас показывает рабочую сферу, сферу бизнеса, сферу нашего карьерного роста, да, рабочее, то как положение дел у нас на работе, то левая часть лица демонстрирует нам положение дел в личной жизни. Дом, семья, я сам и все, что с этим связано. То есть, если вы посмотрите внимательно на лицо нашего сегодняшнего героя, вы обнаружите, что правая сторона у него депрессирована. Я пересмотрела штук 20, наверное, фотографий с разных ракурсов, но там, где он смотрит прямо в камеру, как на этом фото, везде у него прослеживается асимметрия лица. Но в том, что у него в личной жизни все хорошо, сомневаться как бы не приходится. Причем доказательств этому можно увидеть очень много. Я думаю, что вы хорошо знакомы с примерами мировых политиков, широко известных, где отношения в их семьях, скажем так, заставляют желать лучшего. Вот, то в этом случае у него в личной жизни все гораздо лучше, чем на работе. А вот на работе он испытывает систематический стресс. Поэтому правая сторона его лица немножечко съехала вниз. Но не сильно. Значит, стресс либо недолгий, либо не настолько он переживает на этот счет. Но стрессы есть, сложности есть, тяжелые моменты есть. Это факт. Вот, надеюсь, я вас сегодня не утомила. Еще раз напомню, что вы можете поддержать мой канал, можно стать моим спонсором, можно там оказывать помощь любым другим способом на PayPal, можно приобретать в обязательном порядке мой курс «Опасные мужчины». Вот здесь посмотрите. Значит, платформа, на которой его можно приобрести, но это для женщин только, это для женщин. Вот мужчинам не надо, хорошо? Не надо его покупать. Он правда не рассчитан на мужчин, я серьезно говорю. Женщинам для того, чтобы научиться вычислять негодяев в первые 5 минут общения, и чтобы не заходить в отношения с такими людьми, которые не подходят вам для отношений. Вот чтобы не заходить в отношения, чтобы не терять потом себя, чтобы не терять свой ресурс, чтобы не падала ваша самооценка, чтобы сохранить свои нервы в свое время, этот курс я разработала специально для вас, основываясь на ваших бесконечных жалобах о том, что мужики все не такие. Они правда не такие, но, во-первых, не все, а во-вторых, когда вы на не таких попадаете, вы сильно страдаете. Вы думаете, что все одинаковые, а они все разные. У меня вот есть очень хороший опыт в этом плане. Или если вы, как и я, хотите замуж за иностранца, либо просто встречаться с иностранцем, то вам этот обучающий курс, эти знания, они вам очень станут в нагоде, то есть они вам очень пригодятся. Вот. Я с вами прощаюсь. Чье лицо мы разберем в следующий раз. Я, честно говоря, не знаю, пока у меня нет идей. Есть там пара запросов, они немножечко, скажем так, они немного сложные по моим этическим соображениям, но я думаю, что до понедельника или до следующей пятницы, когда я обычно посвящаю, да, пятнице теме физиогномики, я обязательно приму решение. Спасибо вам большое за ваше внимание, рада была всех вас видеть. Желаю вам прекрасных выходных, делитесь моим каналом, оставайтесь со мной, давайте взаимодействовать, и я обнимаю вас всех. Пока!